Интересный факт о крысах – это единственные животные из неприматов, которые могут смеяться. Интересный факт о крысах – это единственные животные из неприматов, которые могут смеяться. Когда они играют или их щекочут, крысы часто издают повторяющиеся ультразвуковые шумы. Поскольку частота этого смеха находится за рамками человеческого слуха, такое крысиное поведение не было обнаружено, пока команда ученых не провела многолетние исследования по щекотанию крыс. У этих крыс потрясающий нюх. Разве что откопать и обезвредить мину им самим не под силу. Но их помощь бесценна. Крысы поддаются давлению. Глядя на своих сородичей, особь может начать делать то же самое, к примеру, есть неприятную еду, если это же делают другие крысы. У крыс отличная память. Однажды пройдя по маршруту, они никогда не забудут его. Вот почему крысиный помет всегда можно обнаружить в одном и том же месте, так они помечают безопасные места. В чем-то крысы похожи на людей, к примеру, они занимаются сексом до тех пор, пока уже не могут или же в округе не остается самок. Крысы очень социальные животные, и для счастья им просто необходима компания. В одиночестве крыса может впасть в депрессию, что ослабит ее иммунную систему и может спровоцировать болезни или даже смерть. Также одинокие крысы становятся агрессивными и имеют поведенческие расстройства. Горюя после потери партнера-компаньона, крыса может довести себя до смерти. Обычные домашние крысы так общительны и тянутся к человеку потому, что изначально были выведены в лаборатории специально для коммуникации с человеком. Физиология крыс во многом схожа с человеческой. Недаром лабораторная крыса является одним из самых часто используемых животных для проведения различных медицинских и биологических экспериментов, испытания человеческих лекарственных препаратов и так далее, но есть в физиологии крыс также и существенные отличия от физиологии человеческой. У крыс, так же как и у человека, есть пупок, но при этом отсутствуют желчный пузырь и гланды, миндалины. Также у крыс отсутствуют клыки и большие пальцы на лапах. У крысиных особей мужского пола напрочь отсутствуют даже в зачаточном состоянии соски, хотя на брюхе имеется небольшое количество тканей, из которой состоит грудное железо. Крысы-девочки имеют небольшой рудиментарный пенис, который называют генитальным бугорком и через который крысы могут испускать мочу. Порог восприятия боли у крыс индивидуален, но в целом болевой порог у крысы более высокий, чем у человека. Это значит, что если крыса чувствует боль, то боль эта и вправду очень сильная. На слабую боль крыса может просто не обратить внимания. Иногда из-за этого у крыс поздно диагностируются серьезные заболевания, так как слабую боль крыса может не ощущать. Крысы удивительно милые домашние питомцы. Главная проблема – крысы живут относительно недолго, в среднем 2-4 года. Но некоторые живут и по 8 лет. Если хотите завести крысу-долгожителя, узнайте, сколько лет живут крысы у заводчика. Обычно крысы, имеющие родственные связи, живут примерно одинаково.